Ранее в этом разделе мы вывели второй закон Фика, как уравнение, описывающее изменение концентрации в определенной точке во времени. Рассмотрим электрод, помещенный в раствор диффундирующих электроактивных частиц с определенной концентрацией. В начале эксперимента электрод, расположенный при x равном нулю, пассивен. Не прикладывается ни потенциал, ни ток. Затем в определенный момент времени прикладывается большой потенциал, так что частицы окисляются или восстанавливаются с очень высокой скоростью по сравнению с диффузией. Так что концентрация частиц на поверхности электрода равна нулю. Эта проблема, говоря современным языком, представляет собой потенциальную ступенчатую хроноамперометрию на плоском макроэлектроде. Впервые он был рассмотрен Фредериком Коттреллом в Лейпцигском университете и опубликовано в 1902 году. Математически проблема включает решение уравнения с граничными условиями. Хитрость для решения этой проблемы требует от нас введения новой переменной. Тогда второй закон Фика принимает вид. Интегрирование этого уравнения приводит к следующему выражению, где а – константа интегрирования. Итак, тогда получаем. И применяя граничные условия, находим, что или эта величина – это так называемая функция ошибок, определяемая интегралом в формуле. На рисунке показано, как концентрация изменяется в зависимости от расстояния и времени для двух разных значений концентрации диффузии. В экспериментальной практике ток на электроде измеряется как функция времени в соответствии с формулой, где n – количество электронов, участвующих в электродной реакции. Далее поток определяется первым законом Фика. Следовательно, этот результат известен как уравнение Коттрелла, где А – площадь электрода. Он показывает, что ток, возникающий в результате изменения потенциала, падает до нуля, с зависимостью обратно пропорциональной квадратному корню от времени. Форма переходных процессов тока будет выглядеть следующим образом. Далее отметим, что уравнение позволяет рассчитать прошедший заряд как функцию времени. Это количественно определяет степень электролиза с точки зрения количества молей израсходованного реагента, определяемого как на рисунке показано обеднение материала вблизи поверхности электрода по мере продвижения эксперимента. Зона обеднения известна как диффузионный слой электрода. Электроактивный материал должен диффундировать через него, чтобы достичь электрода и вступить в реакцию. Со временем диффузионный слой становится толще, и скорость диффузии падает. Как итог, по мере того, как электроактивные частицы истощаются вблизи электрода, происходит накопление продукта электродной реакции. В случае, когда коэффициенты диффузии реагента и продукта равны, профиль концентрации продукта определяется выражением. Обратите внимание, что сумма концентраций реагента и продуктов равна C' в случае равных коэффициентов диффузии. Рассмотрим рисунок. В рамках уравнения Эйнштейна-Смолуховского, представленного в лекции 26, где среднеквадратичное расстояние диффузии связано с коэффициентом диффузии и временем эксперимента. Для двух различных коэффициентов диффузии, показанных на рисунке, мы можем вычислить среднеквадратичное расстояние как функцию времени. Рассчитанное расстояние примерно соответствует масштабу диффузионного слоя.